Здравствуйте! Мы продолжаем серию передач у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». И сегодня у нас в гостях Елена Ватутина, основатель и генеральный директор компании «Фармзнание». Добрый день! Здравствуйте! Также в студии находится ведущий обозреватель газеты «Фармацевтический вестник» Сергей Рякин. Добрый день! И хотелось бы задать первый вопрос. Елена, расскажите о себе немножко для начала нашего интервью, потому что вы на рынке-то человек известный, но я думаю, что многим зрителям будет интересно узнать в больших деталях, когда вы начали, с чего вы начали и как развивалась компания «Фармзнание». Действительно, на рынке фармацевтическом я работаю уже очень давно, с 2004 года. И в 2016 году приобрела статус предпринимателя. Но предпринимателями не становятся, ими рождаются. Это примерно то же самое, что врач – это призвание. То же самое и с бизнесом, и с предпринимательством. Можно изучать основы бухгалтерского финансового учета, новые подходы к маркетингу, но эти знания, они, как правило, не сделают из человека хорошего предпринимателя. А проект «Фармзнание» — это вполне закономерный этап развития моей профессиональной карьеры. В 2016 году произошли некоторые изменения в законодательстве, открылось окно возможностей, и я просто им воспользовалась. А так появилась компания «Фармзнание», которая на сегодняшний момент очень активно занимается внедрением IT-технологий в сферу российского здравоохранения. Основная цель компании – обучение или изучение? Вы знаете, Герман, нас очень долгое время воспринимали именно как образовательный центр. И в 2016 году «Фармзнание» действительно начиналось как образовательный ресурс, как площадка для дистанционного обучения сотрудников аптечной розницы. Но с течением времени стало понятно, что это только одно из направлений нашей деятельности. И сейчас мы развиваем еще дополнительно 4 проекта. Флагманом нашей компании на сегодняшний момент является проект «Фарммаркет». Это система, площадка для заключения смарт-контрактов между производственными компаниями и малой и средней аптечной розницей. Кроме того, внутри нашей компании есть проект EasyLaunch, благодаря которому мы помогаем иностранным компаниям эффективнее работать на российском рынке. И у нас есть социальное направление FarmTeens, в рамках которого мы поддерживаем ребятишек с ограниченными физическими возможностями. Мы рассказываем им о том, как устроен рынок российского здравоохранения, что представляет из себя фармацевтический рынок и как можно найти свое место в нем. Рассказываем о том, что представляет из себя работа в аптеке, что представляет из себя работа внутрипроизводственного предприятия, почему российское здравоохранение нуждается в разработке новых лекарственных средств и как ребятишки с особенностями развития могут поучаствовать в этом рынке. Елена, если опять брать вопрос о истоках вашей деятельности, были ли у вас менторы, какие-то люди, которые помогали вам в вашем развитии? Вы знаете, Сергей, любому предпринимателю, как и спортсмену, нужны тренеры. Я очень увлекаюсь российским фигурным катанием и очень тщательно наблюдаю за тем, что происходит внутри российской сборной. Так вот, прежде чем спортсмен станет олимпийским чемпионом, над его подготовкой работает целая команда. И любому предпринимателю, на мой взгляд, тоже без тренера не обойтись. Просто в бизнесе это называется менторство. И на сегодняшний момент у меня целый ряд менторов. Часть из них консультирует меня по вопросам IT-технологий.
С рядом из них я советуюсь по вопросам стратегии и имплементации технологий с других рынков в российскую фарму. Кроме того, у меня есть менторы из российского фармацевтического рынка, причем это люди весьма опытные, те, кто стоял у истоков становления всей российской фармы с 90-х годов. И, конечно же, у меня есть менторы по международным рынкам. Поэтому над тем, чтобы фармзнание было таким, какое оно есть, работает целая команда профессионалов. Отлично, впечатляет. Если возвращаться к вашей исследовательской деятельности, я имею в виду к исследовательской деятельности компании и к недавним инициативам, которые достаточно широко обсуждались, я имею в виду инициативу, которая отражена в проекте программы «Фарма-2030», разработанную в недрах Минпромторга, касающиеся вопросов ограничения количества аптек в определенной географической локации, с декларируемой целью достижения большего качества услуги фармацевтической. И вот, насколько я помню, мы в том числе публиковали ваши исследования компании «Фармзнание», где неожиданно оказалось, что многие из заведующих аптек поддерживают эту идею сокращения количества аптек в городах. Как вот лично вы трактуете это и как лично вы к этому относитесь? Лично я отношусь негативно, причем я бы сказала крайне негативно. Я за частно-государственное партнерство, потому что я понимаю, что это то, что может двигать рынок вперед. Но я против вмешания регулятора в саморегулируемую систему. И то, что мы видим в рамках инициативы относительно сокращения количества точек аптечных продаж, это именно является вмешательством регулятора в саморегулируемый аптечный ритейл. Мы действительно опросили порядка 1200 сотрудников аптечной розницы, и порядка 63% действительно поддержали данную инициативу. Но когда мы начали спрашивать, почему, то если суммировать все ответы, их смысл будет примерно такой: хорошо бороться с конкурентами руками государства. Конкуренции, рыночной конкуренции, это не имеет ничего, с рыночной конкуренцией это не имеет ничего общего вообще. И к чему это приведет, если подобная инициатива действительно будет реализована? Мы на сегодняшний момент видим довольно серьезный тренд по консолидации аптечного ритейла, по тому, как укрупняются фармацевтические ассоциации и аптечные ассоциации. И подобный тренд, он сыграет прежде всего на руку именно таким крупным образованиям. А мелкая розница, которая на сегодняшний момент не является ни держателем франшизы какой-либо крупной аптечной сети, которая не входит в ассоциации, именно против нее направлена эта инициатива. И мне очень хотелось бы, чтобы представители аптечного сообщества, представители малого и среднего аптечного сообщества очень внимательно отнеслись к этому, потому что это прежде всего борьба именно с ними. Вот у вас, у компании такой, мы уже обсудили, достаточно широкий спектр: образовательные, исследовательские, конференции, социально ориентированные проекты. Хотелось бы понять, вот что следующее, куда сейчас направлен взор, что является приоритетом и какие, возможно, новые проекты будут у компании и у вас лично. Вот, насколько я понял, и вы уже несколько раз упоминали, выход на международное сотрудничество. И, насколько я знаю, есть идеи о том, чтобы фармзнание помогало международным именно игрокам фармацевтической индустрии, фармацевтического рынка
Это в России помощь или это помощь по всему миру? Вот какие здесь идеи? Герман, у нас компания IT. И то, что мы делаем, это мы делаем технологию, которую внедряем на рынок. На сегодняшний момент рынок действительно у нас ограничен географией Российской Федерации и странами СНГ. Но, как говорит один из моих менторов, российский рынок, он достаточно большой для того, чтобы его игнорировать, но слишком маленький для того, чтобы на нем зацикливаться. И я очень люблю российскую фарму и тех людей, кто ее наполняет. Это для меня домашний рынок, где я себя чувствую очень уютно. Но я понимаю, что будущее компании в международном развитии. И у нас действительно в интересах развивать присутствие наших диджитал-площадок на международном рынке. Конечно, нас манит рынок США. Со своей стороны мы видим имплементацию наших продуктов в два этапа. Первый этап будет касаться установления партнерских взаимоотношений с западными компаниями для того, чтобы помогать им повышать эффективность работы на российском рынке. И второй этап – это когда мы имплементируем наши технологии в аптечную розницу на местном географическом рынке. Таким образом, с одной стороны, мы помогаем им улучшать операционную эффективность, повышать прибыльность, а с другой стороны, открываем окно возможностей для наших российских производителей. Ну а в чем вот помощь, ну начнем с первого этапа, международным компаниям, которые на российском рынке, в чем это будет заключаться? Российский рынок очень большой. У нас очень большое население, территория огромная, и это действительно является таким лакомым кусочком для многих компаний. Но далеко не все компании могут зайти на этот рынок. И те компании, которые заходят на этот рынок, вынуждены работать по его законам. А законы какие? У нас очень сильная власть классических дистрибьюторов, когда топ-5 держит порядка 80% рынка. У нас есть такое явление, которое для многих стран является нонсенсом, это крупные аптечные сети, крупное аптечное образование. И западные партнеры, которые не имеют подобных структур на своих домашних рынках, просто не умеют с ними договариваться. И с нашей стороны мы предлагаем прежде всего IT-продукт, который позволяет легко и просто дотянуться до российских аптек. И второе, мы предлагаем им свою экспертизу. Потому что наша команда на российском рынке уже достаточно давно работает и достаточно хорошо известна. Вот, поэтому это те направления, в которых мы работаем с западными компаниями. Если говорить об аптечном рынке, то сейчас я тоже очень детально занимаюсь изучением этого вопроса и вижу, что ряд российских разработок являются прорывными и ноу-хау в целом ряде европейских стран. Единственное ограничение – это, пожалуй, необходимость учитывать особенности местного налогового законодательства, особенности местного законодательства в сфере обращения лекарственных средств, ну и плюс некоторые ментальные особенности людей, ну, потому что с русским продуктом будет работать крайне сложно, поэтому любой российский продукт нуждается в переводе на иностранный язык. И в 2019 году мы будем очень плотно тестировать гипотезы, каким образом наши разработки повышают операционную эффективность и прибыльность аптечного сегмента на территории Европы. А вот хотелось бы подробнее поговорить об образовании. Как известно, вы проводите образование сотрудников аптек в рамках системы непрерывного фармацевтического образования. И я помню одно из ваших интервью «Фармвестнику», где вы говорили о сложностях и проблемах, которые вот возникают в этом направлении. Как меняется ситуация? Могли бы вы нам рассказать?
Ну, если говорить о том, как изменилась ситуация за те полгода, когда было наше с вами первое интервью, то могу сказать, что на сегодняшний момент ситуация стабильна. Да, были предприняты ряд мер, которые улучшают прозрачность взаимодействия между участниками вот этой сферы. И могу сказать, что на сегодняшний момент наш проект, он является лидером этого рынка. Если брать статистику за 2018 год, то мы провели порядка 40% всех образовательных мероприятий на сегодняшнюю дату. И если брать диджитал мероприятия, которые проводятся для этого сегмента, для сотрудников аптечной розницы, то это порядка 73% от всех мероприятий, которые были проведены в диджитал формате и были аккредитованы в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Но в рамках нашей образовательной платформы мы проводим не только мероприятия в сфере НМФО, но и мероприятия, которые являются открытыми, открытые вебинары, открытые образовательные курсы. И если посмотреть статистику, то на сегодняшний день у нас уже было проведено с начала года более 300 мероприятий, то есть это порядка 3 мероприятий в день. На наш взгляд, сейчас сложились все условия для того, чтобы на этот рынок заходили провайдеры, заходили новые участники от профессиональных сообществ, для того, чтобы накапливать экспертизу, причем накапливать экспертизу не по отдельно взятым специальностям, а по всем специальностям в здравоохранении, потому что если мы берем фарму, это 2 специальности, а если мы еще берем врачебные специальности, то их там 93. Мы со своей стороны, как лидеры этого рынка, готовы делиться нашей экспертизой как с профессиональными сообществами, так и с представителями государства. Вот это интересная мысль, и здесь хотел бы в рамках распространения этой мысли задать следующий вопрос, может быть, более относящийся к области прогнозов и ощущений. Вот вы, Лена, и ваша компания, с одной стороны, изучаете рынок и хорошо его знаете, с другой стороны, его формируете и влияете через образование как розничного звена, так и через сервисы, в том числе IT-сервисы, предоставляемые производителям для входа на этот рынок. Каковы вообще ощущения от развития? Каковы ощущения от самого рынка, от его развития? Что, с вашей точки зрения, произойдет в обозримом будущем с розницей, с дистрибьюторами, с производителями? Какие взаимосвязи будут? Может быть, ожидаете ли вы больших потрясений в ближайшее время? Имеется в виду, конечно, не революционные потрясения, а имеется в виду слияние, поглощение, вертикальная интеграция, горизонтальная интеграция. Или думаете, что будет развиваться последовательно, ступенчато и равномерно в ближайшие, возьмем, 5 лет? Мы видим 2 направления возможного будущего. Возможно, они будут в какой-то комбинации между собой реализованы. Значит, первое направление будет касаться внедрения цифровых технологий и диджитализации. Блокчейн-технологии, технология смарт-контрактов. Все это наше ближайшее будущее, и все это изменит взаимодействие между участниками товаропроводящей цепи. И второе направление, которое вытекает из диджитализации, это то, что конкурентное окно будет смещаться в сторону конечного потребителя. И это будет в том числе происходить благодаря внедрению цифровых технологий, и в том числе за счет цифрового объединения розничного звена.
Это приведет к перераспределению маркетинговых бюджетов внутри товаропроводящей цепи. Скорее всего, дистрибьюторам придется в определенной мере скорректировать свои стратегии работы на региональных рынках. Это приведет к изменению конкуренции между аптечными предприятиями. То, что мы сейчас видим, это ценовые войны, а я бы даже сказала ценовые бойни, когда несколько аптек встают буквально дверь в дверь, и это ни к чему хорошему не приведет. И фокус внимания производителя будет неминуемо сдвигаться в сторону конечного потребителя. Я, наверное, буду совсем откровенна. Наверное, и дистрибьюторы, и крупные аптечные сети сами виноваты в том, что происходит смещение этого окна конкуренции. Я более того скажу, доигрались, да? Довыкручивали руки. Сейчас есть все технологии для того, чтобы достучаться до конечного потребителя. И если есть ожидание, что этого не произойдет, так, могу разочаровать. Это произойдет очень скоро. В горизонте ближайших 2-3 лет того распределения рынка и того распределения маркетинговых бюджетов, а именно за их счет в основном существует весь фармацевтический рынок на сегодняшний день, то в горизонте 2-3 лет все это сместится на конечного потребителя. И это будет классно, потому что таким образом конечный потребитель получит снижение цены на лекарственные средства. Таким образом, производитель получит понятную и прозрачную систему продвижения своих препаратов. Да, это затронет другие рынки, например, огромный рынок телевизионной рекламы. И да, эти бюджеты будут сокращаться, потому что рекламу в телевизоре измерить никак невозможно. Но диджитал-технологии, и мы этим занимаемся на сегодняшний момент, они позволяют сделать понятным, прозрачным и измеримым маркетинг на конечного потребителя. То есть то, что было недоступно рынку еще 10 лет назад, сегодня это вопрос завтрашнего дня. Елена, расскажите, пожалуйста, об исследованиях, которые проводит ваша компания. Они, насколько мы понимаем, занимают значительную часть вашей деятельности. Что это за исследования, насколько они валидны, какие методики вы используете и как вы стараетесь обеспечить достоверность данных? Первое – это социологические исследования, где мы исследуем мнение сотрудников аптечной розницы, сотрудников врачебного сообщества по тем или иным инициативам регулятора, по тем или иным животрепещущим вопросам, как, например, оценка средних заработных плат и так далее. И здесь для проведения этого исследования у нас есть все, чтобы эти данные были очень репрезентативные и релевантные. У нас аудитория более 60 тысяч фармацевтов ежемесячно, и в каждом исследовании принимают участие от 2 до 5 тысяч. Второе направление исследования – это аналитические данные. В данном типе исследований мы опираемся на те 2000 аптек, в которых уже имплементировано наше программное обеспечение, с которыми мы сотрудничаем по направлению фарммаркета. В этом вопросе для нас очень важно понимать тренды. Для нас очень важно понимать, что происходит с товарными категориями аптечного ассортимента, каким образом развиваются лекарственные и нелекарственные ассортименты, кто является лидерами рынка и какие товарные позиции являются наиболее ликвидными для малой и средней аптечной розницы. С одной стороны, мы предоставляем эти данные рынку для того, чтобы они могли оценить свой объем присутствия в сегменте малой и средней аптечной розницы. А с другой стороны, это неоценимая база знаний, на основе которой мы помогаем малой и средней аптечной рознице строить систему категорийного менеджмента.
И в конечном счете наша задача, имея доступ к этим данным, поддерживать рынок, поддерживать малый и средний сегмент в аптечном звене, потому что, на наш взгляд, здравоохранение должно опираться на сегменты малого и среднего бизнеса. Елена, а вот интересно, у вас столько разных направлений, и команда, наверное, формируется и растет. Вот по каким критериям вы отбираете людей к себе, как их оцениваете и как развиваете внутри компании? Очень хороший вопрос. Прежде всего, это касается людей неравнодушных, тех, кто стремится к профессиональному, карьерному, к финансовому развитию, те, кто умеет и любит ставить для себя высокие цели и готов тратить свое время на их достижение. И для нас в первую очередь важно, чтобы люди, приходящие в компанию, разделяли ее ценности, разделяли ее идеологию. В первую очередь это касается специалистов высшего звена. Для нас ядро компании составляют IT-специалисты, поскольку мы все-таки IT-компания. Кроме того, мы с большим вниманием относимся к профессионалам фармацевтического рынка и готовы принимать в свои ряды людей опытных на этом рынке для того, чтобы помогать внедрять наши технологии, IT-технологии, наши разработки в российскую фармацевтическую действительность и на мировые рынки. Спасибо большое. А мне остается только напомнить нашим телезрителям, что это была программа у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник», а в гостях у нас была Елена Ватутина, основатель и генеральный директор компании «Фармзнание». Всего хорошего, увидимся. До свидания. До свидания.